случилось то, что должно было случиться. На России началась волна национализации. Самым громким является решение не возвращать лизингодателю более 1000 пассажирских самолетов, в основном производства Airbus и Boeing. Проще говоря, Москва сделала ровно то, что делает на территории Украины, формализовала себя как мародер. У нас в этом никогда не было сомнений, и мы давно описывали то, что и как делают россияне на оккупированной территории Донбасса и в Крыму. А сейчас это происходит на новых, захваченных территориях. Там российские военные уже получили добро на широкомасштабное мародерство, и оно теперь идет везде, где они стоят. Поэтому всем надо понимать, что удерживая врага от захвата собственного населенного пункта, вы его защищаете от дикой банды, которая будет убивать ради забавы, насиловать и обязательно грабить. Вчера нам рассказала очевидица этого процесса очень показательную историю, которую можно описать в подробностях. Она поехала в район Бучи для того, чтобы попытаться вывести оттуда свою престарелую маму, хотя уже и сама в предпенсионном возрасте. В общем, в их дом зашли освободители и стали методично выносить все, что им приглянулось, и в первую очередь, еду. Потом, когда все было разграблено, они расстреляли холодильник, стиралку и телевизор. А когда выходили, последний освободитель сказал: «Жаль, вы старые и не представляете интереса». Только после этого ушли. Всем надо понимать, что стадия войны, когда они игрались в братьев, уже закончилась, и теперь их не заставляют играть плюшевых мишек. Они знают свои потери и считают, что грабежами и насилием они могут хоть как-то компенсировать свое незавидное положение. Жаль, что пустоголовые балаболки, наподобие Люси, никогда этого не поймут, поскольку все это происходит с чужими для них людьми. Но вернемся к самолетам. О том, что будет происходить именно с этим вопросом, мы писали раньше, и на самом деле он является лакмусовой бумажкой, поскольку там не было большого лага по времени. Лизингодатель дал сроку в 2-3 недели для того, чтобы перегнать самолеты на указанные площадки, и выполнение, либо невыполнение этого требования мгновенно тянет за собой соответствующие последствия. И как мы знаем, Путин лично распорядился не возвращать самолеты, тем самым запустил последовательность необратимых событий. Лизингодатели тут же арестовали около 80 самолетов, находившихся на обслуживании или по другим причинам вне территории России, но около 1000 остались недоступными. Раз так, то теперь в любом аэропорту они могут быть остановлены и отданы собственнику принудительно. В Москве это прекрасно понимают, и вот как выглядит профильное совещание на эту тему. Ссылка под этим видео. Это значит, что опыт Ирана и Венесуэлы там не пошел впрок. И то, что унылый мужик обещает сделать собственными силами, в плане обслуживания и ремонта, не под силу даже стране, где собираются те самые Airbus и Boeing, поскольку эти процедуры завязаны на сертифицированных производителей запчастей, расходных материалов и прочего. За последние десятилетия глобальная экономика ушла далеко вперед, и любое крупное изделие, будь то самолет, корабль или что-то подобное, не производится в одном месте. Даже легковой автомобиль, на котором мы ездим, имея французский или японский шильдик, на самом деле только собран в конкретном месте, а тем более пассажирский авиалайнер. Все необходимое для обслуживания и ремонта поставляется из десятков стран. И надо понимать, что ни одна страна в мире не производит всей номенклатуры деталей, которые нужны для этих работ. А вот мужик сказал своим языком о том, что они все сами запилят в Шереметьево или Внуково. Это все, что нужно знать об этом лепрозории. Но тут интересен еще один момент. Кроме того, что теперь в страну 404 больше не станут продавать ни авиатехнику, ни даже крышки унитазов для самолетных туалетов, лизингодатель вправе требовать компенсацию ущерба, нанесенного фактическим хищением 1000 авиалайнеров. И можно не сомневаться в том, что любой международный суд удовлетворит исковые требования просто в лед. Но так как Москва уже давно поставила свои внутренние правила выше международных, то исполнять решения международных судов она не станет. Мы это прекрасно помним на примере известного решения Стокгольмского международного арбитража по иску «Газпрома» к «Нафтогазу». И тогда начнется вторая волна арестов и конфискации российских активов. А в итоге мудрое решение Путина выльется в замечательную композицию. Лизингодатель получит свои деньги принудительно, причем с пенями, штрафами и так далее.
Условно говоря, если в нормальной ситуации российской авиакомпании самолет обошелся бы в $100 миллионов, то со всеми судебными взысканиями он обойдется в 120–130 миллионов. Это будет намного выше рыночных цен. И это еще не все. Ведь пассажирский авиалайнер покупается не сам по себе, а с целым набором сервисных услуг, которые сопровождают его все время эксплуатации, в том числе гарантийные мероприятия. А в данном случае никаких таких плюшек там уже нет. Итак, у них останутся сверхдорогие самолеты, абсолютно без комплекса обслуживания. В общем, даже цыгане так выгодно не продавали своих лошадей. Ну а сами аресты активов, будь то по этому делу, или по санкциям, тоже очень интересная штука. Как пояснял один из ведущих юристов Англии, который специализируется именно на таких вопросах, такие мероприятия имеют крайне неприятный аспект. Так, в самом центре Лондона, более 10 лет назад, были арестованы несколько крупных комплексов недвижимости, принадлежавших Муаммару Каддафи. Так вот, арест с них не снят и до сих пор. И процедура снятия этого ареста настолько сложна, что похожа на байку о падишахе и осле. Проще говоря, с арестованным имуществом можно попрощаться если не навсегда, то уж точно, очень надолго. И что характерно, это лишь небольшой, но очень показательный пример того, каким медным тазом накрывается российский гадюшник. А все проистекает от особого сорта упоротости Путина, который из хорошего и плохого варианта всегда выбирает самый худший. Поэтому события в Лепрозоре уже развиваются по экспоненте, и так, что назад отмотать уже ничего невозможно. Ну что же, нам это только в тему. Они не только танк за 10 тысяч продадут, но за 1000 – лысину Путина, и за 100 – ноздри Лаврова. Все к тому идет. Check the mic and make sure it sound right, boys.